Всем привет, друзья! В этой серии мы расскажем о том, как иностранные волонтеры, неравнодушные к бедам Армении, пришли на помощь в ее тяжелые годы. С 1918 года многие молодые люди, среди которых был Джон Элдер и Джеймс Эррол из США, стали не только свидетелями, но и активными участниками судьбоносных событий, оказывая неоценимую помощь армянскому народу в условиях гуманитарной катастрофы. В этом выпуске мы поговорим об истории их первых шагов в Армении и тем, как они стали настоящими героями для армян. Перед тем, как продолжим, напомню, что вы можете поддержать канал, поставив лайк и подписавшись. Если вы хотите помочь материально, для зрителей из СНГ доступен Boosty, для международной аудитории Patreon или разовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра! 24 октября 1914 года президент США Вудро Вильсон выступил на праздновании Ассоциации молодых христиан в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Первая мировая война в Европе началась 3 месяцами ранее. Хотя Соединенные Штаты вступят в конфликт лишь спустя 3 года, глобальное противостояние уже находилось в его мыслях, когда он сказал: «Я верю в Ассоциацию молодых христиан, потому что верю в прогресс нравственных идей в мире. И, пожалуй, ни в чем другом я не уверен так, как в этом». К 1914 году Джон Элдер, студент колледжа Вашингтона и Джефферсона в Западной Пенсильвании, уже был вовлечен в деятельность EMCA и связанного с ней студенческого добровольческого движения. Отец самого Вильсона, пресвитерианский пастор, когда-то просвещал в том же учебном заведении. Президент начал свою речь с признания: «Благодаря давнему знакомству с людьми, работавшими на эту организацию, я могу сказать, что она заслужила мою глубокую привязанность. Будьте боевыми, будьте организацией, которая действует». Заключительные слова его выступления уже отражали те идеалы, которые впоследствии легли в основу его политики. Но никто не может взглянуть на прошлое мировой истории, не увидев видения ее будущего. И когда вы думаете об аккумулированных нравственных силах, которые сделали одну эпоху лучше другой в прогрессе человечества, тогда вам откроется это видение. Вы сможете увидеть, как век за веком, пусть и в слепой борьбе, в пыли дорог, пусть и часто сбиваясь с пути и увязая в грязи, человечество все же, порой с окровавленными руками и в израненных коленях, шаг за шагом пробирается по медленным ступеням к дню, когда оно будет жить в полном свете, озаряющем высоты, где весь свет, что освещает человечество, исходит прямо от лица Бога. Джон Элдер и Джеймс Эррол прибыли в Ереван в январе 1918 года, чтобы открыть центр EMCA, что они и сделали 11 февраля. Они не предполагали, что вскоре окажутся отрезанными от всего внешнего мира и останутся единственными американцами в столице страны после того, как фронт рухнул. В то время Первая мировая война все еще бушевала, а союзные силы отступали на этом участке до подписания перемирия 11 ноября, положившего конец глобальному конфликту. Оставалось еще немного месяцев, критически важных месяцев, в течение которых само существование армянского народа висело на волоске. Элдер и Эррол прибыли в Армению как два полных энтузиазма молодых человека, целью которых было поддержание боевого духа солдат, проходивших тяжелые кампании в опаснейших условиях на фоне затянувшейся Великой войны. Уехали они как признанные герои, которые остались с армянским народом в судьбоносный час. 26 мая 1918 года, когда османские войска приблизились к окраинам Еревана, Джон Элдер написал: «Никогда не знаешь, что может случиться. Как только кажется, что конец близок, маятник качается в другую сторону. После двухдневного сражения под Сардарапатом турки были полностью разгромлены». После этой решающей победы, через 2 дня, 28 мая 1918 года, Армения провозгласила независимость. Будучи единственными американцами в Ереване в то время, Элдер и Эррол стали свидетелями важнейших событий и начала трагедии, когда после прекращения боев проявились все ужасы войны. Прошел целый год, прежде чем в Армению прибыла новая команда гуманитарных работников, чтобы облегчить их ношу. Тем временем их усилия и достижения уже стали легендой, как среди благодарных армян, так и среди американцев на родине. Сегодня пришло известие, что Эрзерум пал и перешел в руки турок. Капитан Грейси считает это событие крайне серьезным и вызывающим разочарование.
Консул Смит советует всем американцам немедленно уехать на специальном поезде, который, возможно, станет последним. С большим трудом удалось получить разрешение остаться пока что. Эрл также остается, как и 3 членов миссии Грейси. На следующий день остальные уехали, всего 24 человека. Падение сорокомыша, которое могло бы вызвать панику, похоже, наоборот, сыграло объединяющую роль для страны. Мы всерьез включились в работу по оказанию помощи. В наших списках около 13 тысяч бездомных сирот, от 500 до 10 тысяч женщин, занятых в прядении на швейных фабриках. Всего, полагаю, мы оказываем помощь примерно 50 тысяч человек в месяц. Внимание и энергия Джона Элдера оставались сосредоточенными на гигантской гуманитарной катастрофе, развернувшейся у него на глазах, когда армии Османской Турции принесли всю жестокость и ужасы, ассоциируемые с Первой мировой войной, к порогу Восточной Армении. Та часть Армении, что находилась под властью России, стала прибежищем для десятка тысяч человек, спасавшихся от участи, уготованной каждому армянину, попавшему в паутину депортаций и массовых убийств. Однако и российская Армения вскоро подверглась той же политике безразборных убийств, отражающей геноцидальные цели режима Владатурков, управлявшего Османской Турцией. С пылом и решимостью Джон Элдер и Джеймс Эрл боролись с каждым вызовом, порожденным распространением ужасов бегства, голода, эпидемии, разрушений и массовой смерти. Чтобы эффективно решать эти проблемы, Элдер установил прочные рабочие отношения с политическими властями Армении. Помимо регулярного сотрудничества с местными комиссарами по делам беженцев, которые заботились о сиротах, бездомных и голодающих, Элдер напрямую обратился к Араму Манукяну, лидеру партии Дашнак Тютюн, на плечи которого легло управление Арменией после краха Российской империи под натиском революции. В письмах он с восхищением отзывался о личном мужестве Манукяна перед лицом опасностей, угрожающих Армении в условиях войны, нестабильности и экономических трудностей. Благодаря своей энергии и преданностью делу Элдер заслужил полное доверие местных властей, когда зарождающееся армянское государство едва справлялось с новыми политическими обязанностями. Оно обратилось к Элдеру и Эрлу с просьбой взять на себя значительную часть растущего бремени заботы о беженцах, особенно о сиротах, чье число неуклонно росло по мере гибели их родителей от лишений. Будучи по натуре оптимистом, Элдер все же признавался в своем дневнике, что его не покидает беспокойство из-за происходящего на фронте. И он ясно осознавал, что это значит для выживания армян. Это понимание широкой картины и ее движущих сил подтверждается фотографиями, которые он делал не только о катастрофах, но и о ключевых моментах, когда прибытие союзной миссии вселяло надежду на умиротворение и восстановление порядка на Кавказе. Элдер даже разыскал генерала Андроника, чтобы из первых уст понять позицию человека, сыгравшего решающую роль в сопротивлении османской угрозе, нависшей над Восточной Арменией, после истребления армян в Анатолии, находившейся под турецким контролем. Помимо редких размышлений в дневнике о неведомом будущем, уготованном народу, лишенному корней, надписи к некоторым его фотографиям также выдают его потрясение от увиденных сцен отчаяния. Он сделал не одну фотографию. К тому времени, как прибыла новая группа гуманитарных работников, Элдер был уже совершенно изможден. Хотя ситуация вновь ухудшилась в последующие месяцы, он уезжал с чувством удовлетворения от того, что спас множество жизней. Постоянное доверие армянского правительства к его честности и гуманности выразилось в списании займа, который он взял на себя. Его внимание даже к этой последней детали стало неоспоримым свидетельством его безупречного характера. В Александрополе страдания не поддаются описанию. Перроны и здания вокзала переполнены полуголодными беженцами, едва ли отличимыми от ходячих скелетов. У меня есть фотографии могил, вскрытых ночью, и трупов, выкопанных из земли, чьи кости были обглоданы до основания. Люди просто не могут поверить, что подобное действительно происходит, пока не увидят это собственными глазами. Несмотря на все наши письма и телеграммы, генерал Томпсон, британский командующий, сказал: «Ну что вы, не может быть, чтобы люди умирали от голода». Только когда он приехал в Александрополь и собственными глазами увидел мертвых и умирающих прямо на улицах, он действительно поверил. Генерал-лейтенант Джордж Фрэнсис Милн возглавлял союзное командование, располагавшееся в Константинополе после перемирия. Зона его ответственности, как главнокомандующего британской армии, на Черном море включала в себя и Кавказ.
А в среду генерал Милн, командующий британскими войсками от Константинополя до восточных рубежей, нанес нам визит. Была торжественная парадная церемония. Длинная колонна автомобилей с кавалерийским эскортом, каждый из всадников нес флаг одной из союзных держав. Я ехал в первой машине вместе с комендантом города и министром благотворительности, чтобы обозначить маршрут шествия. Они посетили множество детских приютов и с огромным интересом осмотрели наши гуманитарные центры. Кадры парада. Один из выдающихся американских бизнес-лидеров 20 века, Говард Хайнс, был президентом базирующейся в Питтсбурге компании Хайнс. По завершению войны Хайнс был призван на службу Гербертом Гувером, тогдашним директором продовольственной администрации США, ведомства, созданного для борьбы с нехваткой продовольствия в странах Европы и Азии, пострадавших от войны. Из своей базы в Константинополе Хайнс направился в Армению в качестве генерального директора американской администрации помощи по Юго-Восточной Европе и Малой Азии. Уолтер Джордж Смит, президент Американской ассоциации юристов в 1917 году и член Национального совета Американского комитета помощи Ближнему Востоку, сопровождал Хайнса в поездке в регион с целью координации и расширения гуманитарной миссии. После инспекционного тура, глубоко потрясенными масштабами бедствий, Смит представил дело Армении на заседании Американской комиссии по переговорам о мире в Париже и по возвращению в США организовал общество Армения-Америка. Уроженец Филадельфии, он был женат на Элизабет Дрексел, сестре Екатерины Дрексел, второй американке, причисленной к лику святых Римско-католической церковью. Их дядя, банкир и филантроп Энтони Дрексел, основал университет Дрекселя. Уолтер Смит стал самым активным католическим защитником армянского народа в США и посвятил остаток своей жизни поиску справедливого решения их судьбы. У нас побывали некоторые выдающиеся гости. Один из них – мистер Говард Хайнс, глава знаменитых фабрик по производству огурцов Хайнс, руководитель программы по сохранению продовольствия в Пенсильвании. Вместе с ним был мистер Смит, президент Американской ассоциации юристов. Я повез их в Игдыр, и то, что они там увидели, они не забудут еще долго. Мы просто заходили из дома в дом и спрашивали, сколько человек там живет сейчас и сколько было, когда они впервые вернулись, совсем недавно. Не было ни одного дома, где бы не было как минимум 2 умерших. В некоторых насчитывалось 8 или 10. В понедельник они посетили наши ткацкие фабрики и другие производства, где сейчас работает около 11 тысяч человек. Меня поразило, как быстро Хайнс оценил обстановку, наметил наилучшие методы организации и указал на недостатки в работе на Кавказе. Фред Тредвелл Смит, проработавший 7 лет миссионером в Турции в рамках студенческого добровольческого движения, был выпускником Гарварда и впоследствии стал стипендиатом Ротса в Оксфорде, позднее связав свою деятельность с педагогическим колледжем при Колумбийском университете. Он сотрудничал с афроамериканскими и еврейскими организациями, стремясь улучшить расовые отношения в Соединенных Штатах. Он провел 20 месяцев в поездках по 15 странам Европы и Азии, прежде чем вернуться в Америку в сентябре 1919 года. Своими впечатлениями он поделился с контр-адмиралом Марком Бристолом, верховным комиссаром США в Константинополе, который 20 сентября 1919 года переслал соответствующий доклад в Государственный департамент. Позднее этот доклад был представлен помощником госсекретаря Уильямом Филлипсом на слушаниях в подкомитете Комитета по международным делам Сената. Арсен Хачикян, Аванес Бузнуни и господин Мардирос входили в число местных управляющих многочисленных учреждений, за деятельностью которых наблюдали Элдер и Эрл. Армянские управляющие были важными посредниками, помогая Элдеру и Эрлу, а также другим гуманитарным миссиям, распределять помощь, осуществлять контроль за работой учреждений и реагировать на нужды местного населения. Мэри Кайфер из Айовы была в числе новых волонтеров, прибывших в Армению весной 1919 года, что стало большим облегчением для Элдера и Эрла, не имевших отдыха более года. Вооруженные гуманитарной решимостью помогать людям в охваченных войной районах, молодые американские сотрудники вдохнули новую жизнь в усилия по оказанию помощи.
В ситуации, нередко для работников гуманитарной миссии, которые находятся за границей будущих супругов, Мэри Кайфер оказалась увлеченной романом и обручилась с колоритной личностью итальянского происхождения, находившейся на службе на Кавказе. Их брак вскоре стал новостью в ее родном городе. Ее мужем стал капитан итальянской армии и дворянин по происхождению маркиз Никола дельи Альбици, происходившего из древнего рода, игравшего заметную роль во Флоренции до возвышения Медичи в 15 веке. Однако менее чем через год их счастье было омрачено трагедией. Альбици и Кайфер находились на вилле Боргезе Каваццо на частном острове семьи на озере Гарда в Северной Италии, когда отправились кататься на лодке. Внезапный шторм опрокинуло судно. Несмотря на усилия мужа спасти ее, Мэри утонула, а сам Никола едва не погиб. Альбици, чье спортивное мужество когда-то привлекало внимание Кайфер, позже занялся развитием горнолыжных курортов в США и Канаде. Он больше не женился и был похоронен рядом с женой на кладбище с видом на остров. Будучи страной, не имевшим выхода к морю, в 1918 году Армения зависела от одной единственной артерии – железной дороги, соединяющей Ереван с остальной частью России. По этой железнодорожной линии поступала большая часть гуманитарной помощи, а также прибывали американские добровольцы. Единственная ветка шла на севере от Еревана, проходя через Эчмиадин и Александрополь, до узловой станции в Тифлисе. Основная линия продолжалась дальше на север, в Россию, в то время как ответвление в сторону порта Батуми на Черном море соединяло регион с международными морскими путями. Элдер и Эрл неоднократно проезжали по этой линии, контролируя доставку жизненно важной помощи. Американский консул Уиллоуби Смит в Тифлисе выразил готовность и способность продолжать финансирование гуманитарной помощи и передал мне 200 тысяч рублей, чтобы я взял их с собой. Получил эти 200 тысяч рублей, взял иголку с ниткой и вшил деньги в подкладку своего пальто. Уехал из Тифлиса, стоя на платформе между вагонами, забрался внутрь до рассвета и получил возможность сесть только около 9 часов утра. Прибыл в Еревань в 2:30 ночи. Элдер так рассказывает ситуацию возле Сивана. На этой неделе я поднялся в Новобаязид для последнего осмотра. Он расположен в горах на берегу озера Сиван, и было настоящим облегчением уйти туда от жары. Прием, который нам устроили, я надолго запомню. Мы думали, что очень тепло нас встретили в Дарачичике, когда мы шли по цветочно-устланной дорожке и ступеням к нашему детскому приюту, но это было ничто по сравнению с приемом в Новобаязиде. Примерно в 5 милях от города мы увидели отряд кавалерии впереди, на дороге. С обнаженными саблями они стояли по обеим сторонам дороги, выстроившись по стойке, смирно, когда мы подъезжали, и наш местный управляющий мистер Арсен Хачигян сообщил нам, что нас встретил комендант города и его личный кавалерийский отряд. Мы остановили машину, и он подъехал, чтобы поприветствовать нас от имени города и выразить признательность за работу комитета в прошлом году. Оттуда кавалерия сопровождала нас до тех пор, пока примерно в 2 милях от города мы не встретили сирот. Более 500 детей с флагами в руках и букетами цветов. Дети приветствовали нас, засыпали машину цветами и сопровождали в город. Было трудно прощаться с людьми, с которыми ты долгое время работал и которых хорошо знаешь, особенно с теми, кто работал так верно, как мистер Арсен. Мне пришлось глотать слезы, когда машина поднялась из города, а вдалеке еще слышались крики детей, многие из которых сегодня не смогли бы радоваться, если бы Бог не послал меня сюда, чтобы помочь им. В условиях тяжелых испытаний для Армении и после передачи всех государственных приютов под его руководство, Элдер вместе с Эрлом стали опекунами огромной семьи из 13 тысяч детей по всей стране. В знак благодарности за их службу в мае 1919 года рабочие местной общины устроили им торжественный прием, полный трогательных слов и памятных подарков, которые останутся символом их самоотверженной помощи армянскому народу. Правительство теперь передало нам все свои приюты, так что теперь я глава семьи из 13 тысяч детей, разбросанных по всей Армении. В 1 мая рабочие устроили для меня праздник, который мы не скоро забудем. Он проходил в клубе EMCA, который к этому случаю был украшен до неузнаваемости. Было около 70 приглашенных гостей, включая ведущих рабочих, большинство министров кабинета, архиепископа Харена Армянской церкви, журналистов и все местные американские, французские и британские сообщества.
Были произнесены такие цветистые речи, от которых хотелось бы, чтобы все сказанное было правдой, но больше всего мы ценим серебряные памятные чашки, которые нам подарили. Это прекрасные образцы ванского серебра с изображением Вудро Вильсона, американского и армянского флагов из золота и серебра, и надписью «1918» в память 24 мая. Ереван – столица Армянской республики. В те страшные дни два молодых американца Джон Элдер и Джеймс Эрл, члены EMCA, добровольно отдали свои жизни за несчастный народ Армении. На серебряных блюдцах, сопровождающих чашки, были изображения трех великих армянских кафедральных соборов – Эчмиадзин, Варак и Ахтамар. После долгих месяцев напряженной работы и службы в Кавказском регионе Элдер наконец получил официальное освобождение от своих обязанностей. В своем письме от 27 июля 1919 года он рассказывает о том трогательном прощании, которое устроили ему местные жители и дети из приютов, а также делится своими чувствами перед возвращением домой. Наконец-то я действительно получил освобождение. Около 2 недель назад я подал свое третье заявление об отставке, указав, что сейчас на Кавказе работают 64 американца и назвав полдюжины человек, которые могли бы занять мое место. В субботу я получил запрошенный телеграфный ответ. Освобожден с сожалением. Некий мистер Спойер приезжает на мое место. Пожилой человек, о котором говорят, что он очень энергичный и добросовестный, так что я занят подготовкой к возвращению домой. Все стараются выразить мне свое признание. У меня целый чемодан прощальных подарков. Правительство подарило мне прекрасную серебряную чашу и теплое благодарственное письмо, и все были замечательны. Письма с благодарностями, вышивки, серебряные изделия, картины и всевозможные прощальные подарки сыпались на меня как из рога изобилия. Несколько утра, когда мы заканчивали завтрак, мы услышали пение на улице и вышли посмотреть. 2 длинные цепочки девочек-сирот, прекрасных в новых белых платьях, пели серенаду. Они позвали меня вниз и проводили к английскому саду или парку. По пути к нам присоединились тысячи других сирот, выстроившихся вдоль дороги, пели и приветствовали меня. В саду были прощальные речи и еще больше приветствий, когда сироты прощались. Я действительно гордился своей многочисленной семьей. Когда в августе 1919 года они покидали Ереван, Джон Элдер и Джеймс Эрл уже несли ответственность за всю деятельность, организованную американскими благотворительными организациями, которые ранее отправляли в Армению экстренную помощь и добровольцев. Как писал Джон Элдер 16 января 1919 года, 1 год в Ереване. И какой это был год! Если бы кто-то сказал мне год назад, что помимо управления EMCA я буду руководить фабриками, на которых работают 7500 человек, сиротскими приютами на 350 детей и больницей на 120 коек, я бы посчитал этого человека сумасшедшим. почитаемые в Армении Джон Элдер и Джеймс Эрл вернулись в Соединенные Штаты как невоспетые герои, в страну, едва осознававшую, что 2 молодых волонтеров UMCA проявили мужество и благородство, выходящие далеко за рамки долга перед совестью и человечеством.